Сегодня любой, кто не принадлежит к моему павильону, умрет. Начинается путь Сяо Яня к святому Доушен. Не верится, что уже через одну серию мы увидим Сяо Яня на этом уровне. Вероятно, это самый молодой святой в истории континента Доуци. Достижение уровня короля Доу Ван в 20 лет считается гением, а Доу Хуан еще более редким достижением. Однако в 20 с лишним лет Сяо Янь совершил беспрецедентный подвиг, прорвавшись к Доушен. Когда над павильоном падающей звезды взметнулся огромный столб Доуци и огненный лотос озарил фракцию, все были ошеломлены. Особенно почтенный Фэн, большую часть жизни защищавший павильон. Слезы навернулись, когда он наблюдал за этим юношей, чей рост он видел своими глазами. Но начнем, как обычно, с разбора серии. Пятицветный лотос Сяо Яня поражал своей силой, настолько, что смог серьезно ранить мнимого святого высокого уровня. Ну что, чмо костлявое, заждался? Как вы заметили, Яо Лао явился раньше, не дав возможности Сяо Яню использовать тело Золотого Гиганта против Гую, как это было в оригинале. Распрощавшись с кланом Хунь, Сяо Янь с товарищами и Яо Лао вернулись в павильон падающей звезды. Итак, Сяо Янь решил не очищать сердце Бодхисаттвы сразу после возвращения в павильон падающей звезды, потому что понимал, что это слишком важно. Ему требовалось идеально его очистить. Абсолютно ничего не должно было пойти не так. Понимая все это, Сяо Янь потратил много усилий, чтобы в течение 1 месяца достичь своего лучшего состояния. И он, и Яо Лао старались изо всех сил, чтобы подготовиться и увеличить его шансы на продвижение в уровень мнимого святого. Да, Сяо Янь находился на пике 9-й звезды почтенного воина. Он намеревался пробиться в класс мнимого святого. Но то, что произошло далее, было просто удивительно. Настолько, что он перешагнул этот этап. Конечно, все понимали, что сила павильона падающей звезды несомненно взлетит, если Сяо Янь успешно продвинется и станет мнимым святым. Он вместе с Яо Лао на уровне Баншен станут силой, которую даже древние фракции не захотят провоцировать. Учитель специально создал весьма качественную пилюлю и передал Сяо Яню. Это пилюля Бодхисаттвы. Она вызвала молнию из 8 цветов. Добавив эту пилюлю к сердцу Бодхисаттвы, вероятность успешно прорваться на уровень мнимого святого сильно возрастала. Прорыв в класс мнимого святого был крайне трудным, не говоря уже об уровне истинного святого. Для этого требовалось много составляющих. В случае Сяо Яня это были лучшие ингредиенты: сердце Бодхисаттвы и пилюля 8-го ранга молнии 8 цветов. Яо Лао оставил все вопросы павильона на себя. Самое главное для Сяо Яня – быстрее прорваться на уровень мнимого святого. В противном случае он не будет способен поглотить очищающее пламя лотоса, когда оно появится через 3 года. Это небесное пламя слишком пугает. Сяо Янь согласился. Это было препятствием, которое могло полностью преобразить его. Сяо Янь уже более 10 лет гнался за этим небесным пламенем, что занимало 3-е место в рейтинге. Итак, Сяо Янь попрощался с учителем Яо Лао, Цайлинь и дочерью и вошел в длительное уединение. Яо Лао вздохнул. «Пойдемте. Теперь мы будем ждать, когда он успешно станет мнимым святым». После чего он махнул рукой и обнял Сяо-Сяо и медленно ушел. Цайлинь и остальные быстро последовали за ним, однако никто из них не ожидал, что это уединение займет целых 2 года. А за это время произошло множество различных событий. Последние из них павильону падающей звезды объявили войну. Вражеская фракция прибыла с 3 экспертами уровня мнимого святого, старый монстр Тяньмин и второй с 3 тяньцзунами зала душ. К сожалению, Яо Лао было очень трудно в этой битве против таких могучих врагов. Первым сквозь пространство явился старый монстр Тяньмин со своими людьми Альянса Духовной или Глубокой реки. Яо Лао пронесся глазами по большой группе позади него. Здесь присутствовало по крайней мере 100 человек. И около половины этой группы обладали силой почтенного воина. Этот состав, вместе со старым монстром Тяньмином, мнимым святым, можно было охарактеризовать ужасающе. Если вспомнить, то во время недавней атаки на Империю Дзяма было лишь пара десятков почтенных воинов в общей сложности. Здесь же только на стороне Тяньмина было около 50 почтенных воинов.
Этот состав может и казался необычайно мощным, но его все равно было недостаточно, чтобы уничтожить павильон падающей звезды. После стольких лет развития, количество экспертов в павильоне падающей звезды было не меньше, чем у Альянса Духовной Реки. Кроме того, Яо Лао также был продвинутым мнимым святым, как и Тяньмин. Когда Яо Лао махнул рукой, множество чрезвычайно мощных аур внезапно возникло. Волна за волной столбы Доуци выплескивались наружу. Павильон падающей звезды подготовился к подобному нападению. Хорошее шоу сегодня наконец-то должно было начаться. Но старый монстр Тяньмин был не один. Пространство рядом с ним исказилось, образовалась пространственная трещина, и две темные чудовищные ауры стремительно вылетели. Выражение Яо Лао испортилось. Зал душ, вы действительно вмешались. Первым вышел Го Ю, второй Тяньцзун зала душ. За ним стояла еще одна фигура. Хотя аура этого человека не была такой сильной, но он также обладал силой мнимого святого, только начального уровня. Третий Тяньцзун зала душ. Трое мнимых святых. Этот состав сразу заставил некоторых экспертов прийти в ужас. Но Яо Лао, а также почтенный Фэн, Цайлинь, Сяо Исянь и остальные не дрогнули. Да начнется сражение. Эта глава называется «Большая битва в Звездном Царстве». Как мы уже говорили, Яо Лао взял на себя двух мнимых святых высокого уровня – Го Ю и Тяньмина. Королева Медуза, Цинлинь и Сяо Исянь втроем должны заблокировать начального мнимого святого. Сила на уровне мнимого святого делилась на начальный, средний и высокий уровни. Каждый из подуровней сильно отличался по силе. Третий Тяньцзун зала душ, мнимый святой, только недавно достиг этого уровня. Ему еще только предстояло полностью познать и контролировать свою силу. Несмотря на то, что Цайлинь и двум другим будет трудно победить его, они все же еще могли ненадолго задержать его. Яо Лао действительно пошел на огромный риск, но иначе было нельзя. Он и три девушки были сильнейшими здесь экспертами. Кто мог справиться с мнимыми святыми, кроме них? Если Яо Лао позволит напасть этим трем мнимым святым на других экспертов из павильона падающей звезды, они, несомненно, просто вырежут всех. Если он такое допустит, то павильон падающей звезды полностью исчезнет. Следовательно, ему нужно было, невзирая на цену, сразиться с двумя вражескими мнимыми святыми. Прозвучал свирепый крик. Многие эксперты из Альянса Духовной Реки зажглись и превратились в лучи света. Эксперты из павильона падающей звезды не уступали и полетели к ним навстречу. В воздухе они столкнулись с экспертами из Альянса, и сотрясающий землю взрыв разразился по всему Звездному Царству. Яо Лао высвободил мощную ауру и вступил в бой с Го Ю и Тяньмином. Вначале у него действительно получалось подавлять их обоих. Хотя все трое были высокоуровневыми мнимыми святыми, Яо Лао обладал преимуществом, поскольку обладал огромной духовной силой, как алхимик. Преимущество духовной силы в борьбе против тех, кто находится на одном с ним уровне, позволяло ему быть на порядок сильнее. Го Ю и Тяньмин решили атаковать вместе. Пока Яо Лао сдерживал старого монстра Тяньмина и Го Ю, третий Тяньцзун зала душ посмотрел на хаотичное сражение внизу. Он собирался вмешаться, когда семицветная молния внезапно ударила с неба. Семицветный питон королевы Медузы. Вскоре он ощутил также смертельный яд Сяо Исянь и древнего змея Цинлинь. Третий Тяньцзун, чье имя в оригинале не упоминается, увидел парящих в воздухе дам. Хотя все эти три женщины обладали высшей силой на уровне почтенного воина, одна из них была семицветным питоном, поглощающим небеса. Другая обладала смертельной Доуци, которая содержала в себе яд, и от которой даже он ощущал опасность. А последняя контролировала древнего небесного змея. Эта комбинация немного давила на него, поскольку он только недавно прорвался на уровень мнимого святого. Тем не менее, он все равно оставался подлинным экспертом уровня Баншен. Хотя эти три женщины обладали необычайными способностями, они не могли по-настоящему бороться против него. Сегодня павильон падающей звезды обязательно будет уничтожен. Третий Тяньцзун холодно рассмеялся. Эта битва также должна быть очень интересной. А в это время многие крошечные трещины начали распространяться по горе. Казалось, будто что-то медленно пробуждается глубоко внутри. Три фигуры пересекались друг с другом в небе с молниеносной скоростью. Пугающие пульсации Доуци были смертоносны. Эксперты не решились подходить ближе. Эта сила могла превратить почтенного воина в лужу крови.
Уже было видно, что Яо Лао еле держится. Тяньмин использовал мощную технику – ладонь бездонного неба, но Яо Лао отбил ее. Тяньмин тоже пострадал. Его бледное лицо стало еще бледнее. Хотя старый монстр Тяньмин немного пострадал, на Яо Лао коварно напал Гую. Даже обладая своей силой, Яо Лао снова лоб в лоб схлестнулся с Гую. Но после этой атаки он почувствовал боль. Трое находились на одном уровне. И было очевидно, что Яо Лао не сможет наравне стоять против них обоих. Пока Яо Лао мучился от некоторых травм в его теле, он поспешно повернул голову и увидел, что Цай Линь в форме семицветного питона отлетела от удара третьего Тяньцзуна. Пугающая сила мнимого святого разрушила жесткие чешуйки на ее теле. Кровь начала падать с неба, как дождь. Цай Линь! Сяо Исянь не выдержала, когда третий Тяньцзун ранил Цай Линь. Она пошевелила ладонью, и в ее руке появилась серовато-коричневая бусина размером с кулак. Ужасающий ядовитый катаклизм. Из ядовитой бусинки в ее руке внезапно просочилась серовато-коричневая жидкость. Волны белого тумана вырвались из этого пространства в сторону третьего Тяньцзуна. Черная фигура возникла перед ней, и удар. Это привело к тому, что Сяо Исянь выплюнула полный рот крови, а ее тело полетело назад. Несмотря на то, что она отлетела назад, коричневая жидкость все же приземлилась на одежду третьего Тяньцзуна. Его одеяния сразу превратились в пепел, а часть ядовитой жидкости попала на его руку и начала въедаться, как личинки в костях. Часть его плоти была полностью разъедена. Третий Тяньцзун осознал, насколько смертоносна эта ядовитая жидкость. Даже его Доуци не смогла ее блокировать, но он попросту отрезал пораженную часть руки, открыв несколько белых костей. Третий Тяньцзун терпел сильную боль в руке. Он безжалостно взглянул на Сяо Исянь. Он как раз собирался убить ее, как вмешалась Цин Линь. Цин Линь могла только горько терпеть несравнимо свирепые атаки третьего Тяньцзуна, но было очевидно, что она уступала. Если бы не помощь со стороны тройных зрачков, она уже получила бы смертельный ран. Все звездное пространство провалилось в хаотичное сражение. Тем не менее, основное внимание уделялось битвам Яо Лао с двумя мнимыми святыми и третьего Тяньцзуна с девушками. Все понимали, что в тот момент, когда хотя бы один из этих мнимых святых закончится своей битвой, эксперты противоположной стороны потерпят сокрушительное поражение. Но сейчас Яо Лао, Цай Линь и другие явно оказались в невыгодном положении. Гую и старый монстр Тяньмин продолжали подавлять Яо Лао в небе. Запутавшись в битве, Яо Лао постепенно уставал. Его атакующие и защитные навыки постепенно слабели, но Яо Лао отвлекся. Уголком глаз увидев, что Цин Линь не смогла сдержать атаку третьего Тяньцзуна, серьезно пострадал. Даже иллюзорная фигура древнего небесного змея была разрушена. Яо Чень, отвлекаться в бою нехорошо. Позади него тут же возникла призрачная фигура и нанесла удар ладонью. Она опустилась на спину Яо Лао. Эта внезапная атака Гую вызвала онемение в половине тела Яо Лао. Он тут же выплюнул полный рот крови. Его тело начало падать и наконец разбилось на площади. Множество больших трещин распространились от места падения Яо Лао. Сердца многих экспертов павильона падающей звезды дрогнули, увидев падение Яо Лао. Ведь их глава Яо Лао был самым сильным человеком в павильоне. Если он будет повержен, моральный дух всех экспертов, безусловно, тоже падет. После победы над Яо Лао Тяньмин топнул по пустому воздуху и своим зловещим взглядом оглядел звездное пространство. Холодный крик, наполненный убийствой аурой, раздался у каждого человека в ушах. Каждый член павильона падающей звезды был ошеломлен, услышав холодный крик старого монстра Тяньмина. Большинство экспертов павильона падающей звезды помрачнели от безнадежности. Те эксперты, которые пришли посмотреть на сражение, почувствовали некоторую печаль в своих сердцах. Оказалось, что павильон падающей звезды, который в последнее время начал усиливаться, в конечном итоге будет уничтожен руками Альянса Духовной Реки и Залом Душ. Тяньмин улыбнулся, почувствовав, что звездное пространство стало намного тише, после чего он махнул рукой. Он посмотрел на бледнолицего Яо Лао, который изо всех сил пытался встать, и холодно сказал: «Яо Чень, помни, что в твоей нынешней судьбе виноват только ты сам». Яо Лао вытер следы крови в уголках рта. Он свирепым взглядом посмотрел на Тяньмина и Гую. Безумие постепенно росло в его глазах. Тяньмин велел Гую: «Убей его. В противном случае, если мы промедлим,
Ситуация может измениться. Пока старый монстр Тяньмин и Гую готовились к убийственной атаке, чтобы окончательно убить Яолао, все звездное пространство внезапно задрожало. Затем все горы начали дико трястись, как будто произошло землетрясение. Море пламени разразилось, и знакомый холодный крик внезапно отразился над Звездным царством. И в самый критический момент Сяо Янь наконец вышел из медитации. Его прорыв завершился. Чудовищное пламя вырвалось из глубины гор. «Сегодня любой, кто не принадлежит к моему павильону, умрет!» Плотная аура и давление распространились с молниеносной скоростью, когда в небе раздался этот опасный голос. Почувствовав эту чудовищную ауру, которая содержала большое давление, старый монстр Тяньмин и Гую мгновенно стали серьезными. На их лицах возник сильный шок, они с неверием закричали: «Святой? Как такое возможно?» В пространстве приближалась фигура в черном. Эта фигура медленно появилась у всех на глазах. «Сяо Янь? Младший глава павильона вышел из своего уединения!» Многие восклицания, содержавшие различные эмоции, начали раздаваться при виде этой знакомой фигуры. Люди из павильона падающей звезды наполнились дикой радостью, в то время как остальные были потрясены. Как такое возможно? Этот парень 2 года назад был только на пике уровня почтенного воина. Как он смог сразу прорваться на уровень святого? Более того, он истинный святой. Второй Тяньцзун с неверием смотрел на молодую фигуру, идущую сквозь волны пламени. Ответ был прост. Это сердце Бодхисаттвы. Он получил сердце Бодхисаттвы. Все битвы в этот момент остановились. Ужасающее, вызываемое им давление заставляло даже души пиковых почтенных воинов дрожать в страхе. Это давление было во много раз сильнее, чем давление, производимое мнимым святым. Сяо Янь появился рядом с Яолао. «Учитель, извините, оставьте все мне». Сильнейшие эксперты выше почтенного воина, включая Яолао, смогли ощутить нынешнюю силу Сяо Яня, святой одной звезды. Он не был мнимым святым, а истинным святым. Между этими уровнями имелась разница всего лишь в одном слове и пугающий разрыв в силе. Хотя элитного полусвятого Баншен тоже можно было назвать святым, так как подобные эксперты обладали силой, намного превосходящей у почтенного воина, их можно было только строго описать как ненастоящий святой. Только когда человек действительно достигал уровня одной звезды, его можно было назвать истинным святым. Уровень мнимого святого делился на начальную, среднюю и высокую стадию. Эти этапы выглядели небольшими, но перепрыгнуть через них было очень трудно. Например, прошло несколько десятилетий с тех пор, как Гую продвинулся на уровень мнимого святого, но он сумел достичь только высокого уровня. Другие же эксперты могли десятилетиями находиться на продвинутом ранге Баншен, но все равно не сумели прорваться на уровень святого одной звезды. Таким образом, можно было говорить, насколько велика была разница между святым одной звезды и мнимым святым высокого уровня. Да, Сяо Янь больше не почтенный воин. Он перепрыгнул через уровень мнимого святого и за 2 коротких года достиг уровня святого одной звезды. Когда же все закончилось, ученики павильона поприветствовали святого Сяо Яня. «Нынешний ты, наконец, превзошел своего учителя». Яолао мягко и эмоционально вздохнул. Когда он впервые встретил Сяо Яня, тот был простым учеником в клане. За эти годы этот молодой человек, опираясь на свою шокирующую настойчивость, медленно достигал нынешнего порога силы. В этот момент Сяо Янь наконец взошел на вершину континента Доу Ци. Итак, очистив сердце Бодхисаттвы и использовав пилюлю 8-го ранга молнии 8 цветов, Сяо Янь достиг легендарного уровня святого Доушен. Потребовалось более 2 лет на прорыв, но результат того стоил. Теперь он мог подумать и о пламени лотоса очищения. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы этот великолепнейший момент. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!